Всем привет! Знаешь, существуют конкурсы по разработке игр, где за очень короткое время, 48, 12, 24, 6 часов, нужно создать свою игру. Главное, чтобы это было играбельно и интересно. И все равно, что она не закончена. И я решил сделать свою игру за 10 минут на Android. Посмотрим, что у нас получится. Тем временем я буду делиться, что я делаю. Так, Unity я уже запустил, но я не знаю, что сделать. Так что нам нужно вдохновиться. А для этого мы переходим на Pinterest. Я решил, что буду делать гиперказуальную игру. И вот что я нашел. И я выбрал эту игру. Переходим в Illustrator. Нам нужна графика. И рисуем ее. С графикой все легко. Нам нужен наш игрок, наши монетки и наши враги. А также кружок, по которому будет крутиться наш игрок. Также я подобрал палитру цветов, которые я буду использовать в нашей игре. Также этот проект вы можете найти в моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Дальше перекидываем наш спрайт в Unity. Также нам нужно его разрезать на несколько спрайтов. Для этого мы заходим и нажимаем на кнопочку Sprite Editor. Дальше нажимаем на стрелочку и нажимаем на слайс. Также это все применяем. Заходим во вкладку Game и выбираем разрешение экрана. Также создаем канвас и настраиваем его. Дальше создаем панель, и это будет наш бэкграунд. Но в конце я его удалил и поставил фон на камере. И теперь расставляем объекты, чтобы иметь представление, как все будет выглядеть. Дальше создаем скрипт. Я его назову PlayerMove. Нам нужно сделать так, чтобы наш персонаж двигался по кругу. Для этого создаем публичную переменную speed, типа float. Также нам нужно создать приватный метод FixedUpdate и пишем, чтобы наш персонаж вращался по кругу. Дальше создаем игровой объект и выставляем нулевые координаты. Дальше перемещаем наш спрайт в созданную пустышку, вешаем на нашу пустышку скрипт и выставляем значение 2. Теперь нам нужно сделать, чтобы при нажатии на экран мы меняли направление игрока. Для этого создаем булевую переменную, назовем ее is. Дальше пишем, если isMove равен true, то мы вращаем в одну сторону, а если false, то в другую. Когда false, мы просто пишем где speed минус. Дальше создаем публичный метод, который будет отвечать за вращение игрока. И пишем isMove равен противоположному значению isMove. Дальше создаем панель, при нажатии которой игрок будет менять направление. Пишем компонент EventTrigger и выбираем наш метод. Запускаем, и у нас все работает. Дальше создаем префаб наших врагов. Один с монеткой, другой без монетки. И создаем скрипт. Здесь мы указываем наш массив префабов. В методе start мы пишем start routine. Дальше создаем метод repeat. И создаем нумератор. Назовем его spawn enemy. И в методе start и repeat в скобках указываем этот метод.
Дальше пишем, что мы ждем 2 секунды. И спавним наш префаб. Будем спавнить их рандомно. Также они будут появляться в разных координатах по Y. И переходим к repeat. И так они будут появляться бесконечно. Кидаем этот скрипт на main камеру и указываем наши префабы. Дальше нам нужно создать скрипт для движения наших врагов вправо. И вешаем скрипт на наши префабы. А также нам нужно проверить это все. И как мы видим, у нас все работает. Дальше на наших игроков мы повесим компонент Box Collider и поставим везде East Trigger. А на нашу монетку мы поставим Circle Collider. Дальше создаем теги для врагов и монеток Enemy и Koi и указываем эти теги. Также я сделаю, что при касании с врагом из игрока будет вылетать частицы. Для этого создаем Particle System и настраиваем. Дальше создаем метод onTriggerEnter2D и пишем, если наш объект касается с объектом, у которого тег enemy, то мы включаем партиклы и включаем нашего персонажа. Для этого мы создаем переменные и указываем наши объекты. Дальше объявляем наши объекты. Также на нашего персонажа надо добавить компонент Circle Collider и настроить его. Также добавить JetBody 2D и поставить Kinematic. Проверяем. И как мы видим, все работает. Также сделаем сбор монет. Для этого создаем текст и настраиваем его. Дальше в том же методе пишем, если наш игрок касается предмета с тегом coin, то мы должны сделать переменную score, а также указать наш текст. Но для этого подключаем UI библиотеку. И сразу же напишем в методе update, что наш score text.text равен score.toString. И в методе пишем, что к переменной score плюсуется 1 очко. И делаем ссылку на наш score текст. И проверяем. И как мы видим, у нас все работает. Теперь сделаем, чтобы наша монетка исчезала при прикосновении с игроком. Для этого создаем скрипт и пишем метод onCollisionEnter2D. И пишем, если наша монетка касается с объектом с тегом player, то мы уничтожаем монетку. И вешаем это все на нашу монетку. А у игрока ставим тег player и проверяем. И как мы видим, у нас все работает. Также я добавил звуки. Добавил панель Game Over, чтобы при проигрыше мы смогли сделать рестарт уровня. И сделал анимацию для UI элементов. Сейчас вы видите геймплей игры. Теперь нам осталось компилировать игру и проверить ее на телефонах. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.